Поклонники BTS по всему миру. Прямая трансляция началась, казалось бы, с непринужденного общения, однако через несколько минут атмосфера кардинально изменилась. Ким Тэ-хён, более известный как Ви из BTS, плакал во время прямой трансляции на Уиверс. Этот момент шокировал миллионы поклонников и вызвал насущные вопросы. Что могло вызвать такие глубокие эмоции у человека, известного своей уравновешенностью, харизмой и потрясающей сценической манерой поведения? И почему Чингук, самый младший участник BTS, оказался совершенно не готов к этому внезапному моменту? Этот неожиданный момент мгновенно взорвал интернет, став причиной одного из самых эмоциональных разговоров в истории группы. Это произошло без предупреждения, зрители в прямом эфире были в полном недоумении, когда голос Тэ-хёна начал дрожать, а на глаза навернулись слезы. Для мировой аудитории, привыкшей видеть его сильным, обаятельным и артистичным, этот редкий проблеск уязвимости поднял важные вопросы. Наблюдатели начали гадать, был ли это спонтанный, неконтролируемый всплеск эмоций или за кулисами скрывалось нечто более глубокое и тревожное. Тот факт, что сам Чингук, как сообщается, понятия не имел, что должно было произойти, делал момент еще более загадочным и тревожным. В последующие часы социальные сети были переполнены клипами, скриншотами и интерпретациями эмоционального момента Тэ-хёна. Некоторые описывали это как душераздирающий крик о понимании, другие предполагали, что это был признак кипящей внутренней борьбы. Самым поразительным была интенсивность реакции фанатов, бесчисленные сообщения поддержки, замешательства и даже беспокойства, адресованные как Тэ-хёну, так и Чингуку. Почему Чингук, которого часто называют самым близким Тэ-хёну человеком в BTS, казался таким неподготовленным? Было ли что-то, что он знал, но предпочел не раскрыть? Или он был действительно шокирован, как и миллионы других зрителей? Сама трансляция дала небольшие подсказки. Тэ-хён старался сохранять самообладание, улыбаясь между паузами, но его слезы выдавали трудности, которые он переживал. Он говорил гораздо тише обычного, тщательно подбирая слово, чтобы намекнуть на внутреннее горе, эмоциональное истощение и чувство глубокого раздумья. Однако он так и не назвал причину своих слез, предоставив поклонникам самим собирать смысл по его выражению лица, жестам и обрывкам предложений. Отсутствие Чингука на прямой трансляции было поразительным, он не присутствовал рядом с Тэ-хёном, и его последующая реакция была описана как признак искреннего шока. Это породило предположение, что даже самые близкие участники BTS могли не осознавать бремя, которое молча нес Тэ-хён. Для ARMY, преданного фандома, который с непревзойденной преданностью следит за BTS, этот инцидент стал больше, чем просто мимолетным моментом в прямом эфире. Он превратился в коллективное эмоциональное событие, смысл которого пытались понять миллионы людей. Отражали ли слезы Тэ-хёна личную борьбу, творческое давление или ответ на постоянное внимание общественности? Каждая возможность вызывала волну обсуждений, отсутствие четкого ответа только усугубляло загадку. Роль Чингука в этой истории добавляла еще один уровень интриги. Фанаты начали гадать, как он отреагирует, и прольет ли его следующее заявление или действие свет на правду, стоящую за всем этим. Наблюдатели за публикой BTS с особой осторожностью отметили момент эмоционального выступления Тэ-хёна. Оно произошло в то время, когда ожидания относительно будущего группы были повышены, и каждый участник столкнулся с беспрецедентным уровнем внимания и спекуляций. Некоторые предполагали, что слезы Тэ-хёна могли быть связаны с личными размышлениями о его карьерном пути. Другие утверждали, что эмоциональный всплеск был более личным, возможно, вызванным внутренней борьбой, не связанной с музыкой. Тот факт, что Чингук выглядел шокированным, говорил об отсутствии скоординированного плана. Это делало трансляцию более искренней и искренней. Что сделало это событие таким сильным, так это чувство неопределенности, которое его сопровождало. Участники BTS известны своей способностью безупречно выступать и тщательно спланированными публичными выступлениями. Но эмоциональный срыв Тэ-хёна в одно мгновение разрушил этот образ. Это напомнило миру, что за этим глобальным явлением, за сценами и рекордами стоят люди, борющиеся со своими собственными трудностями. Шокирующая реакция Чингука подтвердила, что даже самые близкие к Тэ-хёну люди, возможно, не до конца понимают глубину его чувств. Вопрос, который продолжает терзать фанатов, прост, но пока остается без ответа, что именно заставило Тэ-хёна так внезапно расплакаться на публике.
Реакция всего мира была быстрой и ошеломляющей. В течение нескольких минут ключевые слова, связанные с прямой трансляцией Тэхёна на Уиверс, стали трендами по всему миру, и фанаты со всего мира объединились в беспокойстве. Посыпались эмоциональные сообщения, призывающие его беречь себя, отдыхать и не нести это бремя в одиночку. Тем временем Чингук стал центром обсуждения, не из-за каких-то своих поступков, а из-за своей очевидной неподготовленности. Его молчание и запоздалая реакция были тщательно изучены наблюдателями, многие из которых предположили, что следующий шаг Чингука может иметь символическое значение. Ответит ли Чингук открыто на слезы Тэхёна, утешит ли он фанатов, в котором они так отчаянно нуждались, или промолчит, оставив тайну неразгаданной? То, что произошло дальше, лишь усилило напряжение. Чингук, известный своей крепкой связью с фанатами, решил не делать поспешных заявлений, что вызвало новую волну домыслов. Некоторые восприняли это молчание как проявление осторожности, другие увидели в нем признак того, что он сам все еще переживает произошедшее. Отсутствие ясности держало фанатов в напряжении, гарантируя, что эмоциональный отклик от слез Тэхёна не утихнет, а, напротив, останется в памяти миллионов. Таким образом, инцидент вышел за рамки одного прямого эфира и стал длинной главой в продолжающейся истории BTS, отмеченной уязвимостью, неуверенностью и вопросами без ответов. Наблюдатели отметили, что этот момент, возможно, стал поворотным моментом в том, как BTS представили себя публике. Их идеальный образ самообладания был нарушен проявлением чистых эмоций, того, что нельзя было легко стереть или забыть. Слезы Тэхёна оставили неизгладимый след в публичной истории группы, сигнализируя о том, что давление и эмоциональное бремя статуса мировой иконы достигли нового уровня. Роль Чингука в этот момент, неожиданного появления того, кто этого не ожидал, подчеркивает сложность отношений внутри группы и трудности сохранения единства под постоянным вниманием публики. Эмоциональное воздействие, вероятно, продолжит формировать дискуссии еще несколько недель, если не месяцев. Каждое движение, слово и молчание Тэхёна и Чингука будут анализироваться с особой тщательностью. Поклонники цепляются за фрагменты смысла, надеясь на ясность, даже понимая, что полная история может никогда не быть раскрыта. Остаются вопросы: почему Тэхён внезапно заплакал? Что это значит для BTS как группы? И как Чингук отреагирует на давление, вызванное этим неожиданным штормом? Одно остается неоспоримым: слезы Тэхёна на Уиверс Live стали одним из самых незабываемых и эмоциональных моментов в новейшей истории. Этот момент нарушил идеальную историю всемирной славы и напомнил миру о человечности BTS. Неожиданная реакция Чингука добавила аутентичности, сделав этот момент невозможным для игнорирования. Для миллионов поклонников по всему миру воспоминания о том, как Тэхён плачет в прямом эфире, не просто мимолетный образ, это тревожное напоминание о том, что даже у самых ярких звезд есть тени, которые не всегда можно скрыть. Однако по мере того, как дискуссии накалялись, а эмоции накалялись, начала проявляться другая реальность, которая поставила под сомнение всю историю о эмоциональном срыве Тэхёна. После повторного изучения записи прямой трансляции и последовательности событий стало ясно, что многое из того, что циркулировало в интернете, было вырвано из контекста, преувеличено или даже полностью сфабриковано. Утверждения о том, что Тэхён открыто плакал на Уиверс Live, не были подкреплены никакими конкретными доказательствами, хотя он выглядел задумчивым, а его голос был мягче обычного, интерпретация того, что он плакал, была значительно преувеличена. Поклонники, пересматривавшие трансляцию, отметили, что не было ни одного явного момента, когда слезы текли бы по лицу Тэхёна. Вместо этого то, что некоторые зрители описали как плач, могло быть просто признаком усталости, паузой в речи или моментом тихого размышления. Природа прямых трансляций часто оставляет место для недопонимания. Незначительные жесты могут быть преувеличены восприятием и эмоциональным вложением аудитории. В этом случае едва заметное выражение быстро превратилось в заголовки международных газет о эмоциональном срыве, хотя визуальные свидетельства на самом деле не подтверждают столь резкие заявления. Роль Чингука в этом повествовании также широко трактовалась неверно. Сообщение о том, что он был удивлен или не готов к слезам Тэхёна, основано скорее на домыслах, чем на проверяемых фактах. Чингук не появился в прямом эфире, он не сделал прямых комментариев, указывающих на то, что он был в курсе этого необычного события. Идея о том, что он был удивлен, была усилена онлайн-слухами, а не достоверными наблюдениями.
В очередной раз отсутствие прямых доказательств восполняется интерпретацией, превращая молчание в предполагаемую реакцию. Это явление не ново. В мировом фандоме неоднозначные моменты часто эксплуатируются и превращаются в драматичные истории, которые распространяются быстрее самой правды. BTS, с их беспрецедентной глобальной известностью, давно стали предметом преувеличенных интерпретаций. Вздох, пауза или взгляд могут превратиться в теорию, которая доминирует в заголовках. В данном случае спокойное поведение Тэхёна во время трансляции на Уиверс стало холстом, на который миллионы людей проецировали свои страхи, тревоги и надежды, даже когда визуальные доказательства не соответствовали заявлениям. Также важно отметить, что быстрое развитие этой истории отражает силу эмоциональной связи ARMY с участниками BTS. Фанаты глубоко переживают за благополучие Тэхёна и Чингука, что делает их гиперчувствительными к любым видимым признакам стресса. Желание защитить и утешить часто порождает истории, которые могут не выдержать более пристального внимания.